Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок, поехали! Сегодня, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех с наступающими новогодними праздниками и пожелать всем в следующем году развития, творческого вдохновения, благодарных вам клиентов и красоты вокруг вас. Мы же сегодня с вами сделаем верхний аквариумный дизайн, то есть тот аквариум, который вы вполне можете сделать на гель-лаковом покрытии. Он у нас будет не глубокий, материала сверху дизайна будет не очень много, но тем не менее это все равно аквариум, потому что все наши блесточки мы запечатаем в толстый слой материала. В данном случае у меня смоделированные гелем ноготочки, которые я покрываю основой под свой будущий дизайн, и уже с этим буду работать. Здесь, в принципе, нужно было те ноготочки, которые под дизайн, сделать немножечко потоньше. Но поскольку идея дизайна пришла у меня после того, как я уже все сделала, то получилось немножечко толще, но не критично. Со стороны в глаза это не бросается. Если же делать это в процедуре укрепления гель-лаком, то первый слой мы делаем тоненько, второй цветной слой прокладываем на него, и дальше выравнивание будем делать уже на этапе после дизайна. В чем же заключается сам дизайн? Клиентка пришла ко мне с просьбой повторить тот дизайн, который мы делали для моей мамы на выкладном френче. Но здесь у нас длины ноготочков для выкладного френча не так уж и много, поэтому если бы мы на таком коротеньком френче располагали такой выкладной дизайн, он бы просто потерялся. И было принято решение сделать вот такой дизайн только на весь ноготочек. Если кто-то не видел, о чем я с вами разговариваю, то есть не видел ноготочки моей мамы, ссылочку я прикреплю в описании. Первым делом мы взяли вот такие блестящие травинки, смешали их с капелькой базы и располагаем таким образом, чтобы они максимально не торчали вверх. То есть максимально были приглажены к поверхности, при этом имитировали елочку. Далее точно так же с капелькой базы я смешала красные блесточки, ими имитирую ягодки на этой елочке. Ну или какие-то игрушки, здесь уже у кого как фантазия сработала. Сочетание красного и зеленого цвета всегда в дизайне смотрится просто потрясающе. А еще путем добавления вот таких вот белых непрозрачных блесточек, которые в свое время назывались манкой и которые в данном случае имитируют снег, у нас получился вот такой очень контрастный, очень яркий и очень красивый дизайн. Далее капелькой базы максимально заравниваю поверхность, то есть так, чтобы залить все свои вот такие вот объемные блесточки. Снимаю липкий слой, и если где-то что-то после этого у меня все-таки подтарчивает, то пилочкой аккуратненько заравниваю поверхность, то есть спиливаю те блестки, которые слишком торчат. Точно так же и в гель-лаке вы можете пилкой выравнивать поверхность, если вам что-то мешает. Если какие-то объемные элементы дизайна у вас плохо запечатываются в выравнивающий слой, вы вполне их можете спилить, и это будет проще и красивее, чем добавлять еще слои для того, чтобы перекрыть торчащие элементы. Ну а теперь оформляем наш дизайн при помощи прорисовочки. В данном случае мы выбрали вот такие вот мелкие вензельные элементы. Ими заполняем все пространство, которое находится за пределами нашего веночка, а внутри веночка мы будем рисовать снежинки. В этом месте моя клиентка уже подпрыгивала от удовольствия, ей уже безумно все понравилось, поэтому в принципе на этом можно было остановиться. Как всегда в моих роликах, вы можете остановиться на любом моменте. Можно было сделать просто веночек и оставить его вот так. Можно было просто на него добавить каких-то белых точечек прорисовкой, и тоже было бы просто великолепно. Но если вы умеете рисовать вензеля, добавление вот таких вот вензельных элементов превращает наружную часть нашего дизайна в элементарное кружево.
После просушки основного слоя вензельков кое-где буквально точечно добавляю еще немножечко белой прорисовки, и благодаря этому вензеля получают объем и начинают играть совершенно по-другому. На самом деле полное выполнение данной процедуры заняло у меня 2 часа 10 минут, совершенно не спеша и не напрягаясь. То есть дизайн здесь довольно-таки быстрый, единственное, действительно нужно уметь рисовать вот такие элементики. Далее перекрываем наши ноготочки финишным покрытием и дальнейшую прорисовку будем делать уже поверх финиша. Поверх финиша прорисовываем снежинки. Здесь у нас 4 варианта разных снежинок. Мы специально рисовали их разные на каждом пальце, потому что одинаковых снежинок в природе не существует. Снежиночки стараемся рисовать самыми тонкими линиями, на которые мы способны. К сожалению, в этом моменте у меня выключилась камера, и я этого не заметила. Поэтому 2 остальные снежинки остались за кадром. И также за кадром осталось то, что мы добавляли потом в центр снежинок стразинки. Ну, я думаю, стразинки добавлять умеют все, и в этом ничего сложного нет.
Так что вот такой вот потрясающий дизайн ногтей у нас получился. Мы остались довольны, клиентка была довольна до безумия. Мне тоже понравилось делать эту работу, и вы в инстаграме у меня ее уже тоже оценили. Ну а я все-таки напоминаю, что впереди новогодние праздники, и всем хорошего настроения на эти дни. А мы увидимся с вами в следующем году в новых уроках, поэтому не забудьте подписаться на канал, и всем до новых встреч. Пока-пока!